1944 году войска Первого Прибалтийского фронта наступали в районе Шауляя, прямо у самой границы с Курляндией. В самом авангарде наступала 9-я младенческая механизированная бригада гвардии подполковника Стародубцева. Командир принял решение выслать в тыл противника группу разведчиков. Задача была вроде простая – дорогу разведать и, по возможности, подготовить ее для прохождения основных войск. Команда разведчиков состояла всего из 25 человек, но они были прекрасно подготовлены. В их распоряжении было 3 бронеавтомобиля, 2 легких танка и 3 немецких бронеавтомобиля. Самое интересное, что немецкие машины вели немецкие водители. Эти солдаты перешли на нашу сторону еще под Молодечно в Белоруссии и при пленении заявили, что они всегда были тайными антифашистами. Бойцов переодели в форму вермахта, а на советской технике нарисовали германские кресты, придав ей вид трофейный. С первых часов операции бойцы Галузы из разведчиков превратились в острие советского наступления. За одну ночь они заняли 2 города, сожгли немецкую автоколонну и обратили в бегство 5000-ную группировку войск. В литовском городе Ионишкис находились остатки 15-й гренадерской бригады СС численностью 3866 бойцов, 62-й батальон вермахта, саперное подразделение, 2 артиллерийских и 1 минометная батарея. Общая численность вражеских войск под командованием генерала полиции Фридриха Экельна, ранее руководившего уничтожением партизан в лесах Белоруссии, составила более 5000 человек. Зная, что фронт находится на порядочном расстоянии, почти в 40 километрах, немцы разошлись отдыхать, а охрану танков, размещенных в 2 синагогах, доверили местным литовским полицаям. Около 2 часов ночи советские разведчики подъехали к окраине города, где их остановили на посту перед въездом в город. Часовой потребовал назвать пароль, но один из немецких водителей сказал, что они только вышли из окружения и пароль еще не получили. Охрана поверила и пропустила диверсантов. В темноте разведчики ножами перерезали охрану из полицаев и завели 7 «Тигров», на которых прямо из центра города атаковали отдыхающих эсэсовцев и полицаев. Прямой наводкой они били по занятым нацистами домам и гусеницами давили автомашины противника. Растерянные немцы, не понимая, что происходит, обратились в бегство. Довершили разгром подразделения подполковника Соколова, которые через полчаса после начала боя подошли к Ионишкису. Разведчики продолжили свое передвижение и уже в 4:30 утра возле железнодорожной станции Димзас обстреляли немецкий бронепоезд. В перестрелке был подбит один из бронетранспортеров, в котором находился капитан Григорий Галуза. Командир и сержант Самоедов были ранены, а один немецкий водитель и советский разведчик Погодин погибли. Дальнейшее руководство рейдом взял на себя лейтенант Иван Чичулин. Группа, продвигаясь по шоссе, заметила отступающую немецкую колонну грузовиков, в кузовах которых находились вражеские пехотинцы. Разведчики решили не атаковать противника сходу, а обогнали его и через несколько километров устроили засаду. В ходе боя диверсанты сожгли 17 машин, убили более 60 немецких солдат, до 100 латышских и литовских полицаев. К 6 утра разведгруппа прорвалась к южным окраинам города Елгава, где по приказу командования заняла оборону и дождалась подхода частей подполковника Соколова. Из наградного листа на гвардии капитана Григория Галуза. Товарищ Галуза, будучи начальником разведгруппы, начал разведку в 22:00 27 июля 1944 года из района Мешкуйчай до Елгавы. Разведгруппа прошла с боями 75 километров за 6 часов. Выйдя из Мешкуйчай, разведка встретилась с противником и расстреляла его. Гвардии капитан Галуза сам лично из своего бронетранспортера открыл ураганный огонь и расстрелял до 500 человек пехоты противника. В районе города Ионишкис, встретив до роты пехоты противника, внезапным огнем уничтожил и расстрелял ее. В районе Иосайши, встретив до 50 автомашин противника, идущих на Елгава, на своем бронетранспортере на скорости 50 миль,
обогнал колонну и начал в упор расстреливать и забрасывать гранатами. Противник, не ожидая такого налета, бросил автомашины и разбежался. Гвардии капитан Галуза лично из пулемета уничтожил до 50 солдат и офицеров противника, подбил 35 автомашин, лично захватил 40 пленных. Стремительно продвигаясь вперед, одновременно и своевременно сообщал в штаб бригады данные о противнике. Достоин присвоения звания Герой Советского Союза. Командир гвардии мехбригады подполковник Стародубцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии капитан Григорий Галуза удостоен высокого звания Герой Советского Союза. В общей сложности разведчики Григория Галузы прошли рейдом по вражескому тылу не менее 80 километров. Капитан Галуза и лейтенант Чичулин за этот подвиг накануне Победного мая были удостоены геройских званий. Правда, последний до награждения не дожил, пав смертью храбрых под городом Приекуле в феврале 1945-го. А Григорий Галуза, благополучно встретив победу, дожил до 2006 года. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!